Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы отправимся в сердце Южной Америки, а точнее в Парагвай. Довольно интересное государство, о котором не часто услышишь, в отличие от той же Бразилии или Аргентины, с которым оно граничит. Что ж, давайте закроем этот пробел. Как я уже упоминал, Парагвай граничит с Аргентиной на юге, на востоке и северо-востоке с Бразилией, и с Боливией на северо-западе. В переводе с языка гуарани Парагвай означает «от великой реки». Речь идет о реке Парана. Официальный язык – испанский и гуарани. Валюта – парагвайский гуарани. Парагвай – одна из двух стран Южной Америки, не имеющих выхода к морю, вторая – Боливия. Площадь 406 тысяч квадратных километров. Чуть меньше Ирака, 59 место в мире. Население 7 миллионов 253 тысячи человек. 104 место в мире, примерно такое же население в Лаосе. На 60% составляет городское население страны. Средняя продолжительность жизни около 75 лет. Парагвай получил независимость от Испании в 1811 году, в те же годы, что и Чили. Столица – Асунсьон. К ней мы еще вернемся. Страна аграрная, один из крупнейших в мире производителей сои. Примерно 32% населения работает в сельском хозяйстве. Основной покупатель товаров – Бразилия. Главные поставщики импорта – Китай и Бразилия. Вернемся к столице. Она же крупнейший город в стране – Асунсьон. С населением всего лишь 525 тысяч человек. Это меньше большинства столиц Южной Америки. Площадь 117 квадратных километров. Для сравнения, Сантьяго – 641 квадратный километр, Буэнос-Айрес – 203. Основан в 1537 году. Среднегодовая температура плюс 23, осадков около 1000 мм в год. В столице находится старейший университет Парагвая, основанный в 1889 году. Сейчас в нем учатся около 40 тысяч студентов. Любопытно будет посетить местный ботанический сад и зоопарк, в котором содержится 64 вида животных, окружен естественным лесом. Деревьям в саду более 150 лет. Выращивается около 500 видов растений, многие из которых являются медицинскими и используются для образовательной интерпретации свойств трав. Выделю несколько наиболее интересных представителей фауны. Кот Жофруа, размером с домашнюю кошку, ведет ночной одиночный образ жизни. Необычным для кошачьих является то, что Жофруа нередко встает на задние лапы для осмотра окрестностей. Находится на вершине пищевой цепочки в своем ареале. Охотится на грызунов, птиц, змей и рыбу. Сила укуса сильнее, чем у леопарда. Майконг – хищник семейства псовых, массой до 8 кг, всеяден, в том числе охотится на крабов, отсюда и второе название – лисица-крабоед. Не брезгует падалью, любит бананы и манго, переносчик бешенства. Еще один любитель крабов – енот-крабоед или агуара. Обитает во всей Южной Америке. Питается крабами, омарами, раками, устрицами, также фруктами и овощами. Ведет одиночный ночной образ жизни. Из более крупных ярким представителем будет гигантский муравьед. Это один из 4 ныне живущих видов муравьедов, из которых он является самым крупным представителем, в длину более 2 метров и весом до 50 килограмм. Питается, как можно догадаться из названия, муравьями и термитами, выкапывая их передними когтями и собирая длинным липким языком. Ведет одиночный образ жизни. У него плохое зрение, на обоняние в 40 раз более чувствительно, чем у людей. Имеет низкую температуру тела для млекопитающих, около 33 градусов. Зубов не имеет, а вот язык длиной до 60 см. Высовывать и засовывать язык способен со скоростью 3 раз в секунду. Гигантские муравьиды глотают с гораздо большей скоростью, чем большинство других млекопитающих. Во время еды они глотают почти непрерывно. Перед проглатыванием насекомых раздавливает амеба. Муравьед не может самостоятельно вырабатывать желудочную кислоту, но использует муравьиную в своей жертве для пищеварения. Черный ревун – один из крупнейших обезьян нового света. Вой ревуна является одним из самых сильных вокализаций приматов, и его можно услышать на расстоянии до 2 километров. Ведет древесный образ жизни, редко спускается на землю. Питание растительное. В общем, в данном зоопарке есть на что посмотреть. Но если ты недолюбливаешь насекомых, то это не самый лучший город для пребывания. Летом в Асунсьоне огромное количество москитов, саранчи, термитов и клещей. Также большое разнообразие летучих мышей. В целом это можно применить ко всем городам страны. Сьюдад-дель-Эсте – второй по величине город в Парагвае. Население около 300 тысяч. Город основан в 1957 году на реке Парана, на границе с Бразилией. Является частью зоны беспошлинной торговли.
Создавался как приграничный торговый центр. Соответственно, главными достопримечательностями являются магазины. Сьюдад-дель-Эсте производит около 60% ВВП Парагвая. Каждый день бразильцы пересекают границу, чтобы купить дешевые товары. Основное занятие населения – торговля и контрабанда. Продается огромное количество подделок, известных торговых марок. Среднегодовая температура плюс 22. Большое количество осадков – до 1700 мм. Здесь же находится примечательный автодорожный арочный мост Дружбы через реку Парана, соединяющий Парагвай с Бразилией, открыт в 1965 году, имеет длину 552 метра и ширину 13,5. Высота над уровнем воды 53 метра. Можно пройти пешком. На момент открытия это был один из крупнейших железобетонных арочных мостов в мире. Недалеко от города расположен очень живописный водопад Сальтас-дель-Мондай высотой 45 метров и шириной в 120. У водопада богатая история. Здесь останавливались путники Гуарани, идущие по древней тропе. Сейчас же водопад окружен парком, системой пешеходных дорожек и точек обзора. В верхней части водопада можно искупаться или покататься на лодке. Ввиду немалых размеров, водопад производит значительный шум, особенно на рассвете. Сан-Лоренсо-дель-Кампо-Гранде. Третий по величине город в Парагвае, с населением в 295 тысяч. Расположен в 9 километрах от столицы. Далее следует город Луке с небольшим отрывом по населению 290 тысяч. В 1868 году, во время Парагвайской войны, являлся временной столицей государства. В городе расположена главная воздушная гавань страны, международный аэропорт имени Сильвио Петероси, обслуживает столицу. Довольно интересным местом является город Энкарнасьон с его набережной, построенной в 2010 году. Там же находится знаменитый пляж Сан-Хосе с видом на аргентинский город Посадос. Недалеко от города находится исторический памятник, центр монашеского ордена иезуитов в Парагвае. Также существует еще один – Хесус де Таварангуэ, оба в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Основных рек в стране три. Самой значимой является Парана, не только для Парагвая, но и для всего континента, ведь по размерам она идет сразу за Амазонкой. Ее длина 2500 километров. По реке проходит государственная граница между Парагваем и Аргентиной. В реке обитает около 350 видов рыбы, два вида пираний. Парана судоходна от океана до столицы города Асунсьон. На реке расположена Итайпу, одна из двух крупнейших по выработке в мире ГЭС, самая мощная в Китае, в 20 километрах от города Фос-ду-Игуасу, на границе Бразилии и Парагвая. Является одним из крупнейших сооружений в мире. В 2016 году стала первой электростанцией в мире, которая произвела за год более 100 миллиардов киловатт в час электроэнергии. Мощность станции 14 гигаватт. В ноябре 2009 года из-за повреждения в результате грозы линии электропередач прекратилась подача энергии от ГЭС, что вызвало верное отключение участков энергосистемы Бразилии. Отключение электричества затронуло более 50 миллионов жителей, что соизмеримо с населением Италии. В ходе строительства был полностью уничтожен национальный парк Гуайра с каскадом водопадов. Крупнейшим притоком Параны является река Парагвай, длиной 2700 километров. Также судоходна. Река делит Парагвайскую республику на две части. Северный Парагвай, расположенный на западной стороне реки, является частью региона Гран-Чако. Эта часть страны достаточно мало освоена и редко населена. В южной же части государства на восточном берегу сосредоточено до 98% населения республики. И третья – Пилькамайя или Арагвай, уже приток реки Парагвай, длиной 2500 километров. Переводится с кечуа как «птичья река». По ней проходит граница Аргентины и Парагвая протяженностью 835 километров. Из озер отмечу Ипоа, паре часов езды от Асунсьона, расположена в одноименном национальном парке. В данном парке до сегодняшних дней сохранилось множество следов древнейших обитателей. Ипакарай – еще одно крупное, но мелководное озеро, всего в 30 километрах от столицы. Простирается на 24 километра с севера на юг, площадью 56 квадратных километров. При средней глубине всего в 3 метра. Популярное место отдыха парагвайцев, но, к сожалению, это самое загрязненное озеро страны. Высочайшей вершиной Парагвая является Серра-Пера, высотой всего лишь 842 метра. Учитывая высшие точки других стран, это совсем немного на их фоне. Теперь стоит упомянуть опасных и не очень представителей животного мира. Парагвайский кайман, около 2 метров длиной, населяет болото, достаточно пуглив и вряд ли представляет серьезную опасность для человека.
Гигантская выдра, длиной также до 2 метров и весом около 20 килограмм. Это самый крупный представитель подсемейства выдровых. Охотится на рыбу и змей, даже анаконд и вышеупомянутых кайманов. Живет около 10 лет. Очень интересный хищник – кустарниковая собака. Относится к одним из древнейших псовых. На лапах присутствуют перепонки, величиной чуть крупнее домашней кошки. Обладает наименьшим семейства псовых числом зубов, их всего 38. Очень хорошо приспособлены к густым зарослям. Охотятся на грызунов, мясо глотают не разжевывая. Долго считалась вымершей. Образ жизни плохо изучен, очень осторожно, встречается крайне редко. Тем не менее, ее можно увидеть в московском и новосибирском зоопарках. Один из видов грызунов, на которых охотится кустарниковая собака – пака, что с древнегреческого переводится как кролик, длиной до 80 см и весом 8 кг. Активен ночью, ведет одиночный образ жизни. При опасности убегает в водоем, где может оставаться неподвижно погруженным в воду до получаса. Основа питания – авокадо и манго. В джунглях также обитают наименьшие представители приматов – игрунки. Некоторые из них весят около 100 грамм и величиной до 15 сантиметров. На пальцах, как и у человека, плоский ноготь, шерсть очень мягкая, ведут дневной образ жизни, живут около 15 лет. А вот из наиболее опасных отмечу змею бушмейстер, крупнейший представитель семейства гадюковых. Встречается довольно редко, живет около 20 лет, смертность от нее около 15%, змея очень пуглива. А вот следующий представитель куда опаснее. Южная коралловая змея, длиной до метра. Ночная наземная змея, относительно неагрессивна, питается ящерицами и другими змеями, не исключая каннибализм. Яд вызывает паралич, крайне опасно. Тропическая гремучая змея, длиной 1,5 метра, активна в сумерках и утром. Нападает только в случае угрозы. Яд крайне опасен. Укусы часто приводят к слепоте, глухоте и смертности около 80%. Огромное количество пауков. Многие, например, такие как аргиопа, выглядят довольно опасно, хотя на самом же деле их токсин крайне редко приводит к летальному исходу. По ощущениям, как укус пчелы. Но я обязан сказать про странствующего паука, который намного опаснее предыдущих представителей. Укус приводит к параличу и удушью. Яд сильнее яда черной вдовы примерно в 15-20 раз. Существует эффективное противоядие, но без его введения смертность составляет 90%. И, пожалуй, одним из самых распространенных и опасным представителем будет кусака желтолихорадочная. Вид кровососущих насекомых из семейства комаров. Является переносчиком лихорадки Денге, чикунгуньи, желтой лихорадки, вируса Зика. Довольно легко узнаваемый вид по ярким белым отметинам на ногах. Активнее всего комар кусает в сумерках и на рассвете, а также при облачной погоде. Самка комара, насосавшаяся крови больного желтой лихорадки, становится заразной через 4 дня. Теперь расскажу про природные зоны и национальные парки. Парк Серра-Кора знаменит древними наскальными рисунками, расположенными в горных пещерах. Расположен в 45 километров от города Педро Хуана Кабальера. Парк Сан-Рафаэль площадью 69 тысяч гектар. Территория находится под угрозой фермерства. Среднегодовая температура плюс 20, с осадками около 2000 мм в год. 80% территории покрыто лесом. Обитают ягуары и тапиры. Обладает наибольшим разнообразием птиц среди всех мест в стране. А вот парк Накундай знаменит своим водопадом Сальто де Накундай высотой 40 метров и шириной в 110. Дождь на территории парка идет практически круглый год. Привлекает множество туристов красивыми ландшафтами, создаваемым водопадом. Добраться до парка удобнее всего будет из города Сьюдад-де-Лесте, жаркий тропический регион Гран-Чако, площадью 647 тысяч квадратных километров. Здесь одни из самых высоких температур в Южной Америке, иногда отметка термометра доходит до плюс 40. Очень высокое биоразнообразие, растений более 3000 видов. Фауна также разнообразна, включает ягуаров, пекари, муравьедов. Здесь же максимальное разнообразие броненосцев. Например, розовый сказочный броненосец больше нигде в мире не встречается. Очагский пекарь, который здесь обитает долгое время, считался вымершим. Поскольку климат очень влажный, гниющие деревья и старые жилые поселения являются домом для огромного количества представителей герпетофауны. Но, к сожалению, из-за вмешательства человека, создания плантаций сои, сорга и дешевизны земель, в будущем Гранчака может исчезнуть. Ежедневно вырубается до 1000 гектар леса. Среди агрессивных инвесторов парагвайский Гранчака – американские агропредприятия. Настоятельно призываю всех беречь природу в меру своих сил и возможностей. Надеюсь, информация была полезной и интересной. Всем спасибо за просмотр.